Сегодня я хочу рассказать, почему фильм «Черная пантера. Ваканда навсегда» — это хорошее кино от Marvel. Сразу предупреждаю, что в этом ролике присутствуют спойлеры, без них рассказ будет неполным. Так что если вы их не боитесь, то продолжайте просмотр. Если же вы хотите сначала посмотреть кино, то не забудьте сохранить этот видеоролик в плейлист «Смотреть позже». Я утверждаю, что за редким исключением все последние продукты Marvel Cinematic Universe мало того, что посредственные, они еще и сделаны плохо от сценария до графики. К исключению я могу добавить только сиквел Доктора Стрэнджа «Мультивселенная безумие», сериал про Локи и ту короткометражку «Оборотень к полуночи». Я не знаю, с чем это связано, с тем темпом, который выбрали MCU, с возрастными ограничениями, может быть, с плохой работой отдела качества. Я могу опираться только на свои чувства, и чаще всего после просмотра я испытывал разочарование. На фоне этого от продолжения «Черной пантеры» я ничего не ждал, и мне просто хотелось, чтобы «Ваканда навсегда» была не хуже. Первый фильм мне понравился, хоть я ничего не знал о Черной пантере и не читал комиксы. История таинственного и закрытого государства Ваканда, интересные, хорошо прописанные персонажи, поднимаемые тематики. Все это сложилось в картину, за которой было интересно провести время. Сам фильм хорошо срезонировал с культурной повесткой Соединенных Штатов, ведь в нем показывалась актуальная тема репрезентации темнокожего населения, их корней и системных проблем, с которыми они сталкиваются. Также выход фильма совпал с новой волной протестов против полицейского насилия и расизма, что также позволило фильму закрепиться в популярной культуре. Например, во время баскетбольного матча всех звезд в рамках Slam контеста был оформлен прыжок в маске Черной пантеры, а саундтрек к фильму курировал Кендрик Ламар, уже записавший тогда свои культовые альбомы To Pimp a Butterfly и Good Kid, Mad City. Все это позволило фильму получить свою кассу, популярность и место в культуре. Фильм начинается со смерти Черной пантеры короля T'Чаллы, из-за чего Ваканда остается без своего защитника, а власть переходит к его матери, королеве Рамонде. Этим хотят воспользоваться страны ООН, чтобы получить доступ к вибраниуму, удивительному металлу, который добывается только в Ваканде. Предпринимается безуспешная атака на одну из лабораторий Ваканды, и тогда Рамонда на совете ООН заявляет, что вы, ребята, по-моему, начинаете путать берега и считать, что мы беззащитны. Да, мы остались без Черной пантеры, но вы можете рискнуть и сунуться к нам. Мы сможем за себя постоять. На фоне этого США разрабатывают свой датчик вибраниума, чтобы попытаться найти залежи этого металла в других местах помимо Ваканды. И они находят на морском дне. Однако вся исследовательская команда оказывается уничтожена неизвестными. Подозрения логично падают на ваканцев, ведь только у них, согласно миропорядку, есть доступ к вибраниуму. Однако к королеве Рамонде приходит Неймор, король подводной нации Талакан, и говорит, что у них тоже есть доступ к вибраниуму, и их чуть не обнаружили американцы. Поэтому он выдвигает ей ультиматум. Либо она приносит ему голову того ученого, который изобрел детектор вибраниума, либо он уничтожит Ваканду. Дочь Рамонды Шури отправляется на поиски ученого и узнает, что им, а точнее ей, является талантливый подросток Рири Уильямс. Во время их побега от ФБР на них нападают талаканцы и забирают их в свою империю. Там Шури поближе знакомится с Неймором, узнает их культуру, видит, как похожи их народы, но все равно не может отдать Рири на казнь. Во время операции по их спасению погибает несколько талаканцев, из-за чего Неймор приходит в ярость, нападает на Ваканду и погибает королева Рамонда. Шури соглашается на обряд инициации в Черную пантеру и отправляется на встречу с предками, где вместо T'Чаллы она встречает Киллмонгера, антагониста первого фильма, который утверждает, что он-то ей как раз и нужен, потому что она хочет отомстить. После успешного обряда инициации разрабатывается план атаки на талаканцев с целью нейтрализации Неймора. Во время этой операции Шури одерживает верх над Неймором, однако сами ваканцы проигрывают битву. И только то, что Неймор преклонил колено перед Шури и отозвал своих воинов, позволило как-то спасти ситуацию. В принципе, на этом заканчивается основной сюжет фильма. Теперь подробнее остановимся на некоторых персонажах и начнем с королевы Рамонды, ведь именно она играет главную роль первую половину фильма. Как семейный человек она понесла две тяжелых утраты. Сначала у нее погиб муж по сюжету фильма «Гражданская война», а теперь умер сын T'Чалла. Из-за этого она очень печется о Шури, ведь дочь — это последнее, что у нее осталось. Также и в руки падает управление Вакандой, страной, на которую покушаются большие мировые державы. Однако Рамонда больше не хочет никого терять и не хочет разжигать ответную агрессию. Даже когда к ней приходит Неймор, она соглашается на его условия, ведь безопасность Ваканды и Шури для нее важнее всего. Именно поэтому, когда, как ей кажется, Неймор похищает Шури, она соглашается на рискованную спасательную операцию. Однако из-за того, что она не видит полной картины мира и руководствуется скорее сердцем, а не разумом, совершается нападение на Ваканду, а сама Рамонда погибает, спасая Рири. Теперь поговорим о Шури. По ней очень больно ударила смерть брата, и она винит как себя за то, что не придумала способа его спасти, так и предков за то, что они не дали ей совета, и остальной мир за то, что они решили проявить агрессию по отношению к Ваканде. То есть она буквально в качестве обороны готова сжечь весь остальной мир. Но из-за своей неспособности принять утрату, она становится Черной пантерой только во второй половине фильма. И
что она проходит обряд инициации, только будучи движимой ненавистью к Неймору. В таком ключе появление Киллмонгера как наставника абсолютно логично. И побеждает она Неймора не в честном бою, а выманив наиболее выгодные для себя условия и не боясь использовать грязные приемчики там, где T'Чалла дрался бы с ним по чести. В целом Шури проходит классический путь героя по Кэмпбеллу. Зов к приключениям, отказ от зова, наставник, смерть и так далее, и так далее, и так далее. В конце фильма Шури находит в себе силы принять утраты и продолжить жить. И, как мне кажется, фильму удалось показать новую, интересную версию Черной Пантеры. И самый лучший персонаж этого фильма — Неймор, правитель Талакана, Кукулькан, пернатый змеиный бог. Я очень сильно его ждал, и выйдя из кинотеатра, у меня в голове звучала не фраза «Ваканда навсегда», а «They call him Кукулькан». Это очень комплексный персонаж в комиксах, и его таким же перенесли на экран. И нужно сразу сказать, что Неймор — это не злодей в этом фильме, он антагонист. У него точно такая же цель, как у Рамонды и Шури – спасти свой народ и защитить их от внешней угрозы. Но действует он другими способами, чем противопоставляет себя протагонистам данной картины. Хоть Неймор и показан жестоким или даже наглым персонажем, он рассудителен, у него есть свои понятия о чести и справедливости. А сцена, когда он приходит к Рамонде и Шури, просто великолепна, и вот почему. Во-первых, он проник в Ваканду и вышел на контакт с королевой мимо всей ее охраны, а мы уже знаем, что это место хорошо спрятано и защищено. Что это означает? Позволю себе цитату из фильма «Джентльмены». «Если я достал тебя на твоей кухне, я достану тебя везде». Потом он демонстрирует, что у него тоже есть доступ к вибраниуму, что является потрясением для королевы и Шури, ведь статус-кво Ваканды держался вокруг монополии на этот металл. В-третьих, он ставит ультиматум. Это вы рассказали всему миру про вибраниум, и теперь они его ищут. Это ваш косяк, который ставит под угрозу мой народ. Разбирайтесь, или я вас уничтожу. У меня братвы, как у вас травы. И ни Шури, ни королева с этим не спорят, потому что он уже проник в их суперохраняемую страну, он уже продемонстрировал наличие оружия из вибраниума, а это значит, что он их мог убить прямо там, вдали от охраны. Более того, мы, как зрители, уже видели то, что талаканцы — это опасные войны по сцене атаки на тот исследовательский корабль. Вот это я называю демонстрирует персонажа с позиции силы. Неймор — это отличный антагонист с понятной историей и мотивацией. Почему он не любит людей? Потому что, когда его предки ушли под воду, а он вернулся на сушу, то обнаружил там колонизаторов и рабство. Почему он не хочет быть обнаруженным? Потому что он понимает, что в одиночку его талаканцы, скорее всего, не смогут противостоять внешнему миру. И именно поэтому он ищет союза с Вакандой любой ценой, чтобы потом их использовать в своей борьбе против внешнего врага. Теперь я хочу поговорить о более общих вещах и начну с дизайна. В целом мне понравилось стилистическое наполнение этого фильма, от архитектуры Талакана до погребальных костюмов ваканцев. Даже крылышки у Неймора на лодыжках сделаны хорошо, и они не выглядят кринжово. Но у меня есть один вопрос. Вот это вот что такое? Вы по что королевское достоинство-то порезали? А на примере вот этих двух костюмов можно увидеть то, что Marvel, скорее всего, начинает поглядывать в сторону аниме. Ну, это нормально, потому что тренд сейчас такой. Теперь немного поговорим о музыке. Как мне кажется, музыкальное сопровождение второй части намного слабее, чем у первой. Тогда это все дело курировалось Кендриком Ламаром и называлось Black Panther Music from and Inspired by. То есть музыка из фильма и вдохновленная фильмом. И слушался этот альбом как отдельное целостное произведение. Здесь же такого чувства нет, хотя зачем-то в название тоже вынесено Music from and Inspired by. Это просто хороший саундтрек с латиноамериканскими мотивами. За две новые песни Рианы, конечно, большое спасибо, но себе в плейлист я забрал только Fit Snow the Product и E40. Теперь о поднимаемых темах и вопросах. Тут довольно все очевидно. Это фильм об утрате и о том, как с ней смириться и какие пути примирения с ней находят люди. Если шагнуть на шаг выше, то, как и первый фильм, это кино о противостоянии маленького народа большому колонизаторскому миру. Хотя смотреть, конечно, фильм от компании Disney о противостоянии малых культур гегемонии США, это достаточно своеобразный опыт, потому что медиум — это тоже часть сообщения. Тематика противостояния роднит этот фильм с «Черным Адамом», про который я писал у себя в Телеграме, но который данную тему раскрыл довольно плохо. В фильме уделяется место культуре Латинской Америки и майя, но она даже близко не идет в сравнение с культурным погружением от первого фильма. Там рассказали и про быт Ваканды, и про современные проблемы темнокожего населения. Здесь же нам показали, ну да, вот Латинская Америка, да, вот культура майя чуть-чуть, да, вот колонизаторы. Все.
Наверное, именно поэтому еще для меня не работает латиноамериканское звучание саундтрека, и мне кажется оно странным. Теперь я хочу поговорить о странных или даже слабых моментах этого фильма. Начну я со сцены нападения талаканцев на Рири и Шури. Во время этой сцены нам показывают, как талаканцы способны оправиться от тяжелых ранений, фактически восстать из мертвых. Как? Не объясняется. И более того, потом это в фильме даже не используется. Дважды за фильм Рири Уильямс делает референс к Железному человеку, когда она кует свой костюм и когда ее костюм замерзает при вылете в атмосферу. Я понимаю, что это отсылка для фанатов, и для новых людей это просто демонстрация того, что вот она теперь у нас Железный человек. Но меня на нашем постмодернистском веку подобное самоассоциирование уже не то что не развлекает, а даже немножечко надоедает. Но что меня больше всего раздосадовало, это сцена битвы Неймора и Шури, а именно когда он протыкает ее копьем насквозь через живот. Во-первых, это смертельное ранение, там как бы кишки, почки, внутреннее кровотечение. Но, допустим, силы Черной Пантеры даруют какую-то сверхчеловеческую ускоренную регенерацию. Почему нам про это в фильме не говорят? Мы не имеем этой информации. Ну ладно. Но когда она слезает с копья, и на копье нет следов крови, и это все снято крупным планом, это вообще что такое? Зачем это делать? Из-за рейтингов вы не можете показывать такое насилие? Ну хорошо, снимите сцену по-другому, выстрелите по-другому кадр. Можно ко мне докопаться, что это киноляпы, я придираюсь. Не, ребят, я могу простить это авторскому кино, я могу простить это малобюджетному кино. Это Дисней, это Марвел, это если не миллионы, то сотни тысяч долларов, спущенных не только в фильм, но и на маркетинг. И что вы мне хотите сказать, что у них не было тестовой группы? Что когда этот фильм показывали тестовой группе, никто не заметил этого? Что когда был какой-то контрольный просмотр фильма, этого тоже никто не заметил? На постпродакшене никто не заметил? Или это показывали той же тестовой группе, которая показывали «Черный Адам», которая тоже посчитала, что бесконечное количество слоу-моушена в каждой битве это окей? Ну, это прям позорище, это прям плохо сделано. Зачем это оставили в финальном монтаже? Для меня вопрос без ответа. Тему конфликта США тоже особо не раскрыли, она просто идет где-то на заднем фоне и способствует каким-то событиям. Возможно, это сделали затравку на следующий кинофильм. Вопрос, конечно, когда они выйдут, потому что Marvel уже показала свой план, и там как бы Канг Завоеватель, там мультивселенная, непонятно. Ну, может быть, это как-то раскроют в Громоверцах, или может быть по итогам секретного вторжения будет такая вариация Темного управления, где вместо Асгарда будет конфликт Ваканды и Соединенных Штатов Америки. Но и сцена после титров с сыном T'Чаллы у меня тоже оставила неприятный осадок, потому что нам весь фильм позиционировали как прощание с T'Чаллой, прощание с Чедвиком Боузманом, а тут нам в конце вываливают, что оказывается у него есть сын с точно таким же именем. И у меня это не вызывает какого-то умиления или чувства того, что это какое-то наследование, а скорее это какое-то, лицемерие со стороны Marvel. Хотя, может быть, не спорю, как-нибудь это интересно обыграют потом. По итогу я все равно хочу сказать, что «Ваканда навсегда» — это отличный сиквел и хорошее кино, которое рассказывает интересную историю. Мне фильм понравился, я получил удовольствие от просмотра, и что самое главное, мне хочется посмотреть его еще раз.